Здравствуйте, с вами Оуэн Матьюс, программа «Проклятые вопросы», проект «Зима. Магазин». У меня сегодня в гостях Александр Роднянский, один из крупнейших кинопродюсеров нашей современности. Он больше 40 фильмов произвел, больше 30 телевизионных сериалов, был номинирован на 4 «Оскара» и получил больше 40 крупных наград международных. Диапазон его фильмов потрясающий. Это от «Sin City» до «Девятой роты», до «Левиафана». Более радикальный разброс сложно придумать. И он работал с самыми крупными российскими режиссерами и тоже с западными в том числе. Это огромная честь с нами, что он находится сегодня с нами, и мы начнем с первым проклятым вопросом. Александр, кто виноват? В том числе, в смысле, сейчас очень модная, печальная мысль, дебата по поводу коллективной вины и ответственности русских. Сейчас очень много обсуждается. Как вы относитесь к этой полемике? Русские виноваты в этой войне? И как должны русские чувствовать себя в отношении нее? Ну, понятно, первая версия ответа – да. Есть коллективная ответственность и нет коллективной вины. Вина – это понятие правовое все-таки, морально-правовое. И она касается прежде всего тех, кто принимает решения и кто их исполняет. Кто пропагандирует эти решения, кто таким образом соучаствует в реализации всех этих чудовищных планов и действий. Что такое коллективная ответственность? Ну, это скорее понятие, ну, на мой взгляд, эмоциональное, психологическое, моральное. Каждый испытывает ее по-своему. Ну, наверное, все в той или иной степени виновны в чем-то в своей жизни, ответственны за то, что не случилось, за то, что не предотвратили, за то, что не сумели остановить. Но опять же, ответственность тоже разнится. Какова ответственность тех, кто выступал всегда против, кто выходил на протесты, кто не был согласен? Ну вот как раз они и сыпят себя как-то пеплом. И ну вот как раз для них это потяжелее. Вот они испытывают эту самую ответственность. А те, кто был бенефициаром времен стабильности, как это называлось, они не испытывают чувство ответственности. Но это вот первый ответ. Это, с одной стороны, можно удовлетвориться им и сказать, да, коллективная ответственность, ну, на всех россиянах. Но я вот, когда об этом думал, а тут приходится на протяжении года об этом думать беспрестанно и как минимум спорить или говорить, то меня посетила нехитрая мысль. И она на самом деле существенная. Я никогда не слышал слова о коллективной ответственности всех северокорейцев за режим Кимов. Или о коллективной ответственности всех венесуэльцев за режим Мадуро. Но они ни на кого не нападали особенно. Или всех иранцев за режим Аятол. Они воевали. Они, да, в той степени, в которой сейчас действует Россия, они не нападали, и военных преступлений в таком количестве я, пожалуй, не перечислю. Но все равно это как бы заставило меня задуматься, до какой степени эта самая коллективная ответственность распространяется только лишь на россиян. И, кстати сказать, когда я говорю о россиянах, я имею в виду всех, кто жил в России, включая себя, хотя я как бы формально гражданином России не являлся. Но почему только россиян? А газ и нефть покупали у этого режима европейские страны. Они, как я задаю себе вопрос, ответственность должны испытывать? Они же насыщали этот режим деньгами. А банки, которые размещали все деньги огромного количества ныне санкционированных российских предпринимателей до 24 февраля. Почему 24 февраля они приняли решение их всех дискриминировать и оставить под санкциями, а в отношении себя ничего не предприняли? Ведь они же понимали, что 24 февраля конкретно эти люди ничего не делали. А до 24 февраля они на самом деле пользовались всеми преференциями современной западной жизни.
Что же случилось 24 февраля? Почему вдруг именно они и больше никто? Почему не банки? Почему не огромное количество предприятий, которые покупали российские крупные предприниматели и их прочие акционеры? Почему только они? Ну, то есть, на самом деле, вопрос об ответственности значительно более сложнее получается. Более сложный, и он касается не только тех, кто допустил доминирование этого режима внутри страны. Ну, как допустил? Ну, ходили там некие люди, там, голосовали за Путина, радовались всем его, так сказать, достижениям, всему потоку радости, которые извергали российские телевизионные каналы в момент, так сказать, информации о победах режима. Ну, были же те, кто ходили на демонстрации. Вот почему, задаюсь я себе вопросом, российские олигархи негодяи, условно, и виновны, а украинские, которые как бы действовали совместно в огромном количестве бизнесов с российскими, они в какой-то момент стали высокоморальными людьми. И это сложно. Опять же, почему по паспорту? Это что означает? Вот, условно говоря, украинец Медведчук, он чем-то лучше, чем работник фонда по борьбе с коррупцией Навального? Просто потому, что он украинец, а тот россиянин? Ну, сложнее, нет? Но вы, наверное, видели, как и все, эти известные граффити в Тифлисе, это на стене, что no Russians welcome here, good or bad. Да. Ну, что мы думаем про хорошие и плохие русские? Слушайте, я отделяю как бы эмоциональную реакцию тех стран, которые пострадали от русской агрессии. Вот от грузин, что требовать от грузин? Грузия подверглась российской агрессии. У Грузии оккупировали 20% ее территории. Огромное количество грузин – беженцы из Абхазии или самой Осетии. И они живут как беженцы по-прежнему и в том же Тбилиси, и в других городах Грузии. Естественная реакция огромного количества грузин на Россию как на страну-агрессора. То же самое в Украине. В Украине, естественно. Да. Ну, еще больше. Это естественно. Вот меньше всего бы я хотел обсуждать реакцию украинцев или грузин. Мы с вами говорим как бы сейчас отстраненно вообще. Если вы как включите во мне украинского гражданина, я вам расскажу все, что я думаю, это не будет сильно отличаться от того, что пишут огромное количество украинцев на заборах или грузин долой, там, и все, так сказать, никогда больше. Что нет хороших русских. Нет, ну зачем же на это? Мы же говорим всерьез. Ну это же понятно, что есть разные, да, и как раз в Грузии живут те, кто сбежали, не будучи согласными с режимом. Они же не согласны, они же поэтому уехали. Потому что в России, поскольку я кинематографист, каждый о своем, там прекрасно продолжается жизнь, и дают призы Ассоциации продюсеров кино и телевидения за всякого рода фильмы, сериалы и документальные работы, которые, ну, как бы сделаны за этот, в том числе, прошедший год. И все это происходит, как ни в чем не бывало. То есть получается, что те, кто уехал, те, кто исключил себя из жизни, кто на самом деле столкнулся с огромными сложностями, они испытывают на себе этот груз ответственности. Они читают ежедневно на стенах, что нет хороших русских, хотя они пытаются быть хорошими. Они работают в волонтерских организациях, собирают деньги и так далее. Но каждый день они сталкиваются с тем, что их воспринимают в штыки огромное количество людей, опять же, к которым трудно отнестись критично, они имеют на это полное право. В это самое время большая часть россиян живет прекрасно, как и жили, не сталкиваясь с такой реакцией. Поэтому мы с вами должны разделить эти обстоятельства и понять, мы кому сочувствуем. Мы сочувствуем людям, которые испытывают эмпатию к жертвам, которые чувствуют свою причастность к стране, которую, на самом деле, в отношении которой у них были огромные надежды и небезосновательные. Россия могла стать замечательной, современной, мощной страной, успешной во всех смыслах, и в культурном, и в экономическом, и, конечно, в политическом, но не стала, проиграли. И вот люди, которые проиграли, испытывают эту ответственность, а победители нет. На вас писал письма Сергей Шойгу, дал инструкции Минкульта исключить ваши фильмы из русской культуры. С октября вы
иноагент, вы никогда не были российским гражданином, как вы уже сказали. Но, тем не менее, вы один из редких украинских культурных деятелей, которые выступали, ну, это за здравый смысл, но против отмены российской культуры. Объясните как-то, почему вы считаете, что не надо бить по русской культуре? Шойгу писал письмо министру культуры, требуя, значит, изъять то, что делал я и президент Зеленский. Почему он выделил нас? Я польщен, конечно, соседством с президентом, но я до сих пор не могу понять. Я никогда не подозревал в нем такого интереса к культурному процессу, и в частности к своей скромной персоне. Почему он это написал? Это причем сразу после начала войны, видно, как-то терзала его эта мысль. Он оторвался от боевых действий и решил вот заняться реальным делом. Что касательно русской культуры, это долгая и странная дискуссия, которая вот началась сразу. Вот на следующий день после полномасштабной агрессии, все-таки война началась в 2014 году, а полномасштабная агрессия 24 февраля. Ну, во всяком случае, так говорят в Украине. Это даже как бы считать слова начала войны по отношению к 22 году считается оскорбительным, потому что люди погибали на протяжении 8 лет. Так вот, на следующий день после начала полномасштабной агрессии началась дискуссия о роли русской культуры. Такое впечатление, что это русская культура, именно она снарядила в бой отряды российской армии и подразделений там, ЧВК «Вагнер» и прочих этих организаций. Именно произведения Чехова, Гоголя, Пушкина, Достоевского, и Толстого и прочих классиков это то, что положили в свои боевые сумки, рюкзачки и чемоданчики, значит, офицеры и солдаты российской армии, и то, что они читают в окопах в промежутках между боевыми действиями. Вот я так себе это представляю, потому что иначе, трудно это объяснить. Понятно, почему реакция у украинцев, опять же таки, потому что русская культура – это элемент имперской агрессии. Это восприятие русской культуры в огромном количестве бывших советских республик, ныне независимых государств. Это восприятие клея, которым пытались склеить эти части Великой империи. Где сила, где штыком, где деньгами, деньгами редко. То есть экономические механизмы работали крайне, так сказать, условно. Разве что Сталин распределил советскую промышленность таким образом, что нефть добывали в России, а перерабатывали в Украине и так далее. Но тем не менее экономические механизмы работали в последнюю очередь. А вот культура, как элемент мягкой силы, или главный ее инструментарий, функционировал. Поэтому реакция на, так сказать, русскую культуру и попытка ее запретить – это протест против той самой имперской матрицы, которая в российской культуре была заключена, которая работала и которая на протяжении последних сотен лет, как минимум 2 последних сотен лет, утверждала интересы империи во главе с ее основным, что ли, коренным народом, русским, и прежде всего в связи с тем, что русский язык основной, русская версия истории основная, а русская культура, соответственно, та самая, которая, так сказать, создана вроде бы в Москве, Питере и прочих российских городах, оказывается ключевой в Ташкенте, в Киеве, в Минске или в Ашхабаде. И это было принципиальным. Поэтому в 1937 году, в столетие смерти Пушкина, с одной стороны, а с другой стороны, в год Великого террора, по всей стране с помпой отпраздновали это самое, пушкинское столетие и установили везде, во всех селах и поселках памятники именно Пушкина как знак той самой великой русской культуры. Поэтому, собственно говоря, она воспринимается как враждебная. Я же со своей стороны защищаю то, что является подлинным содержанием русской культуры, вот той самой как бы замечательной и мощной культуры, складывающейся из огромного количества литературных произведений или там прежде всего и музыки, и музыкальных, и произведений изобразительного искусства, и кино, в которых, собственно, звучит то самое известное и закрепленное за русской, так сказать, культурной традицией сочувствие маленькому человеку. Сочувствие маленькому человеку, оказывающемуся жертвой
чудовищных политических, общественных, исторических обстоятельств, попадающего в жернова этой самой истории, регулярно оказывающегося жертвой и задающегося теми самыми проклятыми вопросами, на самом деле, заимствованными в названии передачи, которые, собственно, являются ключевыми вопросами русской культуры. Это подлинная часть культуры, которая, на самом деле, никогда не является высокомерной и пренебрежительной по отношению к культуре тех народов, которые входили в империю. И это важная часть. И вот я ее защищаю. Мне кажется, что Чехов, это, например, Чехов, это противоядие против высокомерия, пренебрежения и презрения имперской культуры по отношению к культурам и истории других народов, входивших на протяжении долгих лет в состав Российской империи. Этого нет в настоящей подлинной российской культуре. Это первое, это первая причина, по которой я всегда дискутирую в отношении попыток запретить, так называемого запрета русской культуры. Я не верю в реалистичность вообще этого запрета. Это такая дискуссия сугубо теоретическая. Никто в мире с этим не согласится. И не согласен. Это видно по репертуарам международных театров, и музыкальных, и драматических. Это видно по кино и по составу. А в Украине? В Украине, понятное дело, что сегодня это отвергается. Пушкин на утилизацию. Не Пушкина. Пушкин в Украине с ним сносят памятники. Ровно по той причине, о которой я сказал. Потому что памятники – это скорее памятники сталинской попытки увековечить империю. Это та самая мягкая сила. Но никто не вынимает Пушкина из библиотек, никто не мешает людям читать Пушкина. Более того, в ряде школ по-прежнему Пушкин существует в программе мировой литературы. Там нет теперь предмета русская литература, но есть предмет мировая литература, частью неотъемлемой, которой является русская литература. Хотите, читайте Пушкина. Если ваши родители, я имею в виду родители украинских детей, огромное количество семей говорит на русском, хотите, учите, никто же не против. Он не запрещен. Вот как раз по этой статье помним, что Зеленский, на самом деле, очень мудро выступал в отношении русского языка. Он в свое время, даже накануне войны, говорил на русском языке, что русский язык – это язык десяток тысяч защитников нашей украинской родины, и русский язык не принадлежит как-то Путину и так далее. Но это до войны, то есть до полной агрессии, 24 февраля. А сейчас какие отношения? Потому что по моим наблюдениям, и вам, конечно, виднее, мои киевские друзья как-то между собой на русском общаются, но уже как-то это становится не камильфо, они как-то уже стесняются немножко как-то русского языка. В Украине что-то меняется. Да, в Украине принято сегодня, и это очень... Это даже не модно, это такая внутренняя потребность. Людям стыдно продолжать говорить по-русски. А почему? Потому что это язык армии агрессора. Это язык агрессора. Все понятно, но по-прежнему он никуда не... хотите мое мнение, он никуда не испарится, не уйдет, люди продолжат на нем говорить. Но просто сейчас такой период, когда армия агрессора и пропаганда, колоссальный объем пропаганды, который так или иначе долгие годы достигал украинцев через разного рода каналы, стриминговые платформы или что там, или даже YouTube, он звучит по-русски. Поэтому огромное количество людей, пытаясь подчеркнуть свое, я не люблю пользоваться словами, слово патриотически для меня глубоко дискредитировано как раз российским телевидением. Пытаясь подчеркнуть свой патриотизм, огромное количество украинцев пытается говорить по-украински. Более того, это очень любопытно наблюдать, потому что далеко не все делают это хорошо, правильно. Подчас это очень такой, знаете, язык в его эмбриональной, фазе. Но все относятся к этому с пониманием, никто не делает замечаний, и все друг друга поддерживают в этих попытках говорить по-украински. И это не вопрос только лишь закона. Понятное дело, что в разных городах по-разному. В Киеве это чувствуется. И в редком магазине, кафе или другом публичном месте вы услышите, чтобы кто-то обратился не по-украински. Дальше могут перейти на русский. Кто-то там, обратятся, но потом могут перейти на русский. Но это уже все меньше и меньше. А допустим, в Одессе и в Харькове они по-прежнему очень часто говорят по-русски. Это зависит еще от региона. Но это такое внутреннее стремление. Очень многие люди пытаются, мне кажется, соответствовать тому, чего добился Владимир Владимирович Путин в Украине. А он добился
создания современной украинской нации. Через 30 лет после начала истории украинского государства на новом этапе украинская нация случилась. Она появилась, политическая нация. Она объединена общими целями, общим пониманием своего будущего. У нее появилась общая для всех единая платформа строительства государства, потому что эта война, она в равной степени коснулась и харьковчан, и львовян, и жителей Черновцов, и Винницы, и Сум, и Чернигова, и Черкас. Всех городов, говоривших раньше, кто по-русски преимущественно, кто по-украински, сегодня имеют общую историю. Это агрессивная война Российской Федерации, начатая в 2014 году. А это значит, что подавляющее большинство украинцев, там 90 какие-то там, я не знаю, 9%, чувствуют себя украинцами, считают необходимым, чтобы будущее Украины было связано с языком, культурой и историей, в ее понимании, в понимании, собственно говоря, Украины. И, соответственно, сегодня они пытаются соответствовать своему представлению об этом, о будущем государстве. Вот так это происходит. Но при этом я закончу историю, связанную с русской культурой. Мне кажется очень важным сказать, что среди моих мотивов в дискуссии про русскую культуру очень важно мое убеждение в том, что люди должны отвечать за те свои действия, которые совершены сознательно, за свой собственный выбор. То есть, иными словами, за то, что они рождены в России, они отвечать не могут. Это не их выбор. Так случилось, так Всевышний предопределил. А вот то, как они действуют в период войны, и то, какую сторону они занимают, вот за это уже необходимо отвечать. Это касается и культуры. Вот та часть культуры, которая на самом деле является и идеологией, пропагандой, она будет отвечать. Вот ее следует запрещать. Но это нужно каждый раз разделять. Она таковая существует. Это программа «Проклятые вопросы». С нами в гостях Александр Роднянский. Александр, вы в течение своей карьеры работали почти со всеми самыми великими русскими и украинскими режиссерами. Но вопрос сейчас про русских. Из этого длинного списка я сомневаюсь, что в ближайшее время это Вягинцев, Балагов, Коваленко не смогут сейчас работать в России. Пожалуй, только Федор Бондарчук, это еще это ходок. Что сейчас можно ожидать от российской культуры, от ее будущего, без этих выдающихся режиссеров, без Серебренников? И осталось что? Это есть какое-то будущее в российской культуре? Ну, во-первых, в кинематографии, это в любой. Ну, во-первых, то, что вы назвали, и многих, кого вы не назвали, кто не в России, их всегда можно называть российскими художниками. Это такая только русская культура в изгнании. Почему же нет? Ну, просто русская культура, как это бывало уже в истории, опять будет развиваться двумя параллельными потоками. То, что происходит непосредственно в России, это отдельный разговор. И русская культура в изгнании. Ну, например, Звягинцев, он хочет и наверняка и будет снимать фильмы по-русски о России. Да, не в России, но разве это не является частью русской культуры? Ну, вот конечно, является. Ну вот к этому как раз вопрос, потому что в 20-е годы это, в Париже, скажем, это литература, мода, это много чего родилось, это была какая-то некая критическая масса. А в современной как-то эмиграции вы видите какие-то признаки, что рождается какое-то новое культура? Я не знаю, рождается ли новое, но я вижу очаги культурного развития, без сомнения. И как и в 20-е годы это было не только в Париже, но и в Берлине, в Праге, и даже в Стамбуле, вот и в Белграде, то и сейчас удивительным образом маршруты двигаются сходным образом. В Берлине колоссальная, такая культурная диаспора российская. Я думаю, там могут появиться и театр, и фильмы, и литература. Ну, слушайте, многие годы там Сорокин, один из лучших, без сомнения, российских современных писателей, работает между Москвой и Берлином. Ну, понятное дело, больше в Берлине. Ну, так и что, от этого он стал менее русским писателем? Нет. Точно так же и будет происходить. То Глуховский переехал полностью в Барселону, ну и будет писать книги на русском в Барселоне.
Про литературу вообще это не является, мне кажется, дискуссией, дискутабельным. Но будут писать, и будут выходить, и будут их читать. И благодаря онлайну это как бы возможность чтения, она сохранится. Здесь разница-то небольшая, и великая русская литература, написанная в изгнании, там, в 20-х, 30-х, 40-х годах, но, между прочим, мощнейшая литература, даже Набоков, я сказал даже, потому что он писал и по-английски, как правило. В общем, по-прежнему это как бы великая русская классика, ну и такое будет. Вы сказали, что Звягинцев сейчас будет снимать по-русски. Да. А вы? Ну, я со Звягинцевым тоже что-то буду делать. Ну, я буду делать очень разные картины. Я глубоко убежден в том, что современное, это уже дискуссия несколько на иную тему. Я чувствую просто современное кино значительно более глобальным. Мне как раз кажется необходимым говорить в кино на многих языках и делать его значительно более универсальным, значительно более глобальным, на основе каких-то таких межкультурных и межнациональных столкновений. Вот там, где происходят эти искры, вот мне кажется, самое интересное и происходит. Что касательно культуры в России, ну, это разные темы. Понятное дело, что-то будет происходить, будут люди писать в стол. Огромное количество одаренных людей, ничего с ними не случится, если они спрячутся, будут писать. Потом обнаружатся в шкафах и на полках какие-то выдающиеся произведения, уже не знаю, сколько их будет, но такое уже бывало в истории. С кино сложнее, кино функция капиталоинтенсивная, производная от экономического развития, деньги в российское кино будут вбрасываться, и сейчас уже вбрасываются много больше, чем раньше государством. Да, Бондарчуку в том числе? Ну, и, конечно, естественно. Ну, слушайте, он неотъемлемая часть государственной культуры. Ну, может, он, так сказать, какая-то такая не самая оголтелая, далеко не самая оголтелая, он молчит, не поддерживает, и это уже в наших обстоятельствах огромное достижение, потому что когда человек известен, от него требуют высказывания, и это видно. Отправляют куда-нибудь там в Мариуполь, в театр посетить, по детской крови попить, там еще чего-нибудь. На места подвигов российской армии блистательных. Но он этого не делает, он снимает там какие-то вещи. Вот сейчас снял сериал там про нечто, так сказать, не имеющее отношения к непосредственно политике. Ну и слава богу, вот такое делаться будет. Огромное количество. Я вообще считаю, что в России молчаливый протест во многом заключается в том, что люди не хотят делать патриотическое и говорить об этом. А это означает, что в русском кино будет огромное количество сказок, фантазийных фильмов, комедий и фильмов ужасов. Но точно будет не очень много и не самая большая очередь за, так сказать, деньгами на патриотические блокбастеры. Таково и будет производиться, но это, как правило, удел совершенных бездарей, лузеров индустрии. Вы сказали, ну, понятно, что Звягинцев, он уже как-то современный классик артхауса. А какие шансы, что российские актеры, режиссеры и темы могут иметь какой-то mainstream success в Голливуде, в Америке, на Западе? Ну, вот в данную секунду мы с вами говорим, но я знаю 4 режиссеров, снимающих в Голливуде. Такого количества... Про Россию? Нет, далеко не всех из них снимают про Россию, но это русские режиссеры, работающие, причем в основном все молодые, работающие в Голливуде, снимающие полноценное кино. Но они носители своей культуры в каком-то смысле. А русская тема? Русская тема, ну, мне кажется, что сейчас очень сложно с русской темой будет. Я не думаю, что от кого-то ждут или требуют политических высказываний. И не думаю, что стоит очередь людей, желающих, так сказать, поговорить о происшедшем в России. Ну, разве что Звягинцев, которому очень хочется об этом высказаться. Но у него давнее и глубокое такое понимание, так сказать, нынешней российской жизни. Он во многом своими фильмами, говорю отстраненно, поскольку пытаюсь, так сказать, смотреть на них со стороны, не как человек, который был вовлечен в их создание, он поставил диагноз, он предвидел происходящее, он эту катастрофу описал, потому что он увидел, ну как вот в самом названии фильма
нелюбовь есть, вот, если относиться к нему как к диагнозу, как к состоянию человека, не способного испытывать ни сочувствия, ни любви, ни эмпатии к ближнему, даже самому близкому тебе человеку, к ребенку, и тем более друг к другу, и вообще вот это как бы мир наполненный ненавистью, отторжением, отсутствием какого бы то ни было намека на понимание, вообще это чудовищная атмосфера такого серого насилия, разлитого в воздухе, это Звягинцево понимание жизни, да еще и зафиксированное в классовом социальном расслоении. Вспомните там Елену, какая невероятно точная картина. Он это и хочет продолжать делать. Огромное количество молодых режиссеров или людей, которые будут работать, они, конечно, постараются встроиться в более универсальное представление о жизни сегодняшней, попытаются доказать миру, что они такие же европейцы или люди мира, как и все остальные, как французы, немцы, англичане или там австралийцы с новозеландцами, работающие в Голливуде, если речь идет о Голливуде. Или там тот же Кирилл Серебренников, он снял вот сейчас там «Лимонова». Да. Ну, это же очень международный фильм. Это сценарий, написанный человеком, которого я очень хорошо знаю, с которым мы дружим, блистательным польским режиссером, английским режиссером польского происхождения Павлом Павликовским, оскаровским лауреатом, по книге Эммануэля Каррера, замечательный и, так сказать, очень успешный во Франции. С итальянским продюсером тоже. Да, с очень хорошим итальянским продюсером. Я с ним общаюсь практически ежедневно. Мы сейчас что-то совместно с ним делаем, Лоренцо Гангароса. И с Беном Вышоу, блестящим британским актером в главной роли. Ну вот назовете это русским фильмом? Вроде бы нет. Настоящий международный фильм. С другой стороны, это фильм об Эдуарде Лимонове, который делает Кирилл Серебренников. Ну, конечно, русский фильм. Но на новом этапе. Вот такого, мне кажется, будет значительно больше. Театральных режиссеров, посмотрите, сколько работает. Это же не только Кирилл. И не случайно, и не только Дмитрий Черняков, который один из лучших мировых режиссеров оперы, расписанный на ближайшие 10 лет между самыми главными музыкальными театрами мира. Это много, и Тимофей Кулябин ставит, и, я знаю, Максим Диденко ставит, и очень многих мы сейчас с вами не назовем. Ну, Валерий Гергиев нигде не играет. Валерий Гергиев не играет, потому что Валерий Гергиев, будучи ближайшим другом Владимира Путина, да его доверенным лицом, не нашел в себе сил или посчитал ненужным выступить против войны и осудить. Но это принципиальный момент. Ну, как бы нужно, как минимум, у таких людей этот вопрос не возникает по отношению к людям, которые не были доверенными лицами президента. Этот вопрос не возникает к обычным россиянам. Когда появляется российский молодой режиссер в Голливуде, никто его не спросит: скажи, пожалуйста, а что ты думаешь по поводу войны? Этот вопрос не возникает, понятно. Он появился в Голливуде с идеями, ну, приблизительно понятно, что он хочет работать в свободном мире. А вот если это речь идет о человеке, который долгие годы поддерживал, публично выступал, пропагандировал, ну, как минимум, скажите, пожалуйста, а вы что думаете сейчас о своем друге? Он прав, вот когда вот сейчас ракеты летят в мирные города, там попадают в жилые дома, падают подъезды, погибает по 40 человек, а то и больше. Эти дети там в огромном количестве. Я уже не говорю о том, что детей перемещают. Ну, много. Ну, там все то, о чем мы так и говорим. Вы вот действительно вот просчитаете, что ничего не случилось, и вы будете точно так же работать в Мюнхене и так далее. Но при этом, обращаю ваше внимание, что в Баварской опере дирижер Юровский, тоже родившийся в России режиссер, просто он никогда не был доверенным лицом президента Путина. Это не вопрос отношения к русским, это вопрос отношения к тем, кто разделяет позицию людоедов, каннибалов и кровопийц. Ну, так их назовем. Программа «Проклятые вопросы». У нас в гостях Александр Роднянский. Александр, мы сейчас подходим к второму проклятому вопросу. Что делать? Я просто хотел предметно заметить, что в отличие от многих, вы конкретно что-то сделали. В самом начале войны с Романом Абрамовичем была попытка с вашей подачи, насколько я понимаю,
создать какое-то условие для перемирия. Что случилось и почему это не сработало? И что вы хотели это добиться этим? Ну, слушайте, это на самом деле я не очень люблю об этом вспоминать, потому что это случилось уже, и об этом на самом деле много уже говорили. Но понятно, что когда началась агрессия и начали бомбить все украинские города, первая реакция общая была, ну, неужели невозможно это остановить? Сейчас это кажется наивным. Ну, совершенно понятно, что нельзя было это остановить. Вот, раз уже было принято решение, и раз уже, собственно говоря, и это понятно, что решение было принято задолго до 24 февраля, и я помню, как все смеялись в Москве по поводу предупреждений американцев, да, и американской разведки, которые звучали с октября. То есть случилась агрессия в конце февраля, а начиная с октября американская разведка и публично американский госдепартамент предупреждали о неизбежной агрессии. И как в Москве все подтрунивали, смеялись, анекдоты ходили. И в Киеве тоже, между прочим. Ну, в Киеве успокаивал, кстати, президент, и какая-то часть украинского политикума до сих пор не просила президенту легкомысленного, такого легковесного отношения к угрозе. Хотя, на самом деле, он просто пытался не поддаваться панике и не пытался, естественно, напугать население, вызвать, естественное, как бы, ну, замешательство. Это было понятно. Но, тем не менее, он об этом говорил. Но армия украинская была готова. Что, собственно, и показали дальнейшие события. А вот в России все смеялись. И этот смешок, конечно, сейчас вспоминается странным образом, да. Поэтому казалось, что можно остановить, что это, ну, как бы произошел эмоциональный срыв. Эмоционального срыва не было. И тогда, ну, как бы были какое-то количество встреч, были даже официальные, ну, давайте, как бы, понятное дело, что Роман сыграл какую-то свою роль в этом, достаточно большую, потому что, ну, он один из немногих, кто может говорить с российским лидером, и, в общем, его могут слышать в том числе и украинское руководство. Это уже важный момент. И он сумел стимулировать появление двух делегаций с двух сторон, которые встретились между собой. Ну, как бы они как по меньшей мере встретились дважды. Они встретились один раз в Беларуси, потом в Стамбуле. а потом в Стамбуле. И более того, ну, как бы круг тем был каким-то образом определен, собственно, он был очевиден. Это нейтральный статус Украины, это состояние дел в Донецке и Луганске, ну, двух тогда оккупированных районах, двух областей. И там какие-то прочие там, экономические вопросы обсуждались. Естественно, там вопросы, то, что связано было, как я понимаю, с заявленными целями на том этапе, заявленными целями войны, они же менялись много раз. А вот денацификация, в частности, они отпали как за ненадобностью, потому что это безобразная какая-то глупость. И у нее не было никакого реального содержания. А все остальное что-то они там пытались обсуждать. Но закончилось это, в общем, естественным образом Бучей. Просто Буча случилось. Президент Украины, ну, его видел весь мир, когда он приехал в Бучу. Буча – это очень близкий к Киеву, скажем так. Это такой пригород Киева, дачный, где очень многие отдыхали. И ехать туда, очень там из центра, из офиса президента, ну, я не знаю, минут 25. И он туда увидел, приехал, эти фотографии и кадры обошли весь мир. Он же эмпатичный очень человек, это одно из главных его достоинств. И более того, это то, что обеспечило ему такую поддержку невероятную сегодня. Более 90%, там 91% украинцев поддерживают президента. Это его такая как бы способность к эмпатии, способность к сочувствию, неподдельная. Это то, что никогда не видели россияне последние 23 года, а то и раньше. Вот вообще как бы лидера, который сочувствует. Видели лидера, который может мочить в сортирах, который может там угрожать врагам, там, и, в общем, жестко действовать. Ну, человека, который может заплакать на глазах, увидев жертвы, но не видели никогда.
А Зеленский это может. И он как бы испытал потрясение, это видно. Он изменился даже после этого внешне. Я думаю, что он вообще как бы вот эти знаменитые фотографии, которые раньше иллюстрировали, так сказать, войну, через два портрета Авраама Линкольна, значит, в момент избрания и вот после окончания войны гражданской в Соединенных Штатах. Вот эти фотографии, я думаю, в исполнении Зеленского, в отношении Зеленского будут страшными. Он очень изменился. И все, и дальше как бы исчезла всяческая возможность договариваться. О чем договариваться? О компромиссе в отношении украинских территорий. Но ведь это же компромисс в отношении украинцев, живущих на этих территориях. А уже после Бучи все увидели, что происходит с теми, кто живет на оккупированных территориях. И у меня несколько друзей жили в оккупации, когда эти войска были российские в Киевской области, там по 18 дней кто прожили. Но это ужасное чувство. И они делились со мной, не будем входить сейчас в детали. Это отвратительно, при том, что их никто не пытал, не арестовывал. Они просто жили в оккупации. И это ощущение трудно передаваемо. А Буча принесла чувство, как бы понимание, что есть в оккупации жертвы. И вот эти жертвы лежали со связанными за спинами белой лентой руками. И там несколько десятков сначала было человек, потом несколько сотен, потом начали раскапывать эти массовые захоронения. И дальше их раскапывали не только там в Киевской области, а потом там Изюм и так далее. Но идут международные расследования, и, в общем, все это будет предъявлено, доказано так или иначе. Но ясно, что война принесла вот эти колоссальные жертвы. Поэтому согласиться с оккупацией части украинских территорий украинскому руководству невозможно, потому что это означает согласиться с тем, что украинские граждане окажутся на оккупированных территориях и станут заложниками действий российской оккупационной армии. Это не обсуждается. Соответственно, возможности для договоренности с Россией, которая настаивает, да еще не просто настаивает, а проводит псевдореферендумы, абсолютно лживые, незаконные, включая в состав России даже не захваченные, не оккупированные области, умудрились, так сказать, присоединить к России Херсонскую и Запорожскую области, ну, присоединить в кавычках, не захватив даже столицы этих областей, не город Херсон, который освободили. Это был единственный областной центр Украины, который, естественно, все это знают, освободили украинские войска, а Запорожье даже близко не подходили. Вот и все. Поэтому, ну как и о чем договариваться? На этом и рухнули все договоренности. И на сегодняшний день их и намека на них нет. Я хотел спросить про Зеленского. Вы основали канал «1+1». Вы тесно сотрудничали, знали Зеленского много лет, и половина его нынешней правящей команды работали у вас. Я хотел вас спросить, какие у них сильные и слабые точки? И как-то удивлены вы, что они перешли из телевизионной продакшн в военное руководство страны? Слушайте, я не знаю людей, которые не были удивлены, не были потрясены, я бы даже сказал. Сначала всех потрясла победа Зеленского на президентских выборах. Ну, это все-таки такой беспрецедентный. Я не шучу. Ну да, это беспрецедентная была победа, и это была победа, ну, такого, по-своему, трикстера, такого лидера, который нарушил все конвенции. Он был настолько далек от украинской политической жизни, настолько противоречил всем представлениям о классическом украинском политике, вот, что это многих потрясло. Но Украина же страна непредсказуемая, и он 6-й президент за 30 лет новой истории. Это как бы категорическое отличие Украины от России. Украина очень несовершенное общество, зараженное коррупцией и огромным количеством социальных болезней общественных, но в ней есть один компонент, который делает ее совершенно не похожей на Россию, который придает всем абсолютную уверенность в том, что Украина будет успешной. Этот элемент называется конкурентная демократия. Человек может решить, что он хочет стать президентом, и он станет. Это вот доказано несколько раз. И он, в смысле Зеленский,
это доказал. Он решил в какой-то момент пойти на выборы, он рассматривал и не стеснялся это признавать. Президентские выборы в начале как репетицию перед парламентскими. Они хотели своей партии, которую только создали, войти в парламент и быть частью принимаемых там решений. Но во время президентских выборов, которые для них были скорее поначалу репетицией парламентских, они почувствовали возможность победить. И уже когда оказались во втором туре, после успешного первого тура, они, так сказать, приняли решение бороться за победу. Ну а дальше, что с ними случилось, это вообще невероятная история. Это, конечно, война. И если до войны Зеленский, правительство Зеленского воспринималось, как и все без исключения предшественники, критически, и несмотря на огромное большинство, с которым он победил, 73%, напомню, его рейтинг, несомненно, падал по мере, так сказать, времени. До 30 в ноябре. До практически 30%, что 20 тоже лет. очень много в Украине, но вдвое меньше, чем было в самом начале. И вдруг сегодня 91%, потому что он оказался человеком не сбежавшим, не сломавшимся, не испугавшимся. И в каком-то смысле, вот подавляющий, я принадлежу к тем украинцам, которые считают, что он единственный, вот, что Украине дико повезло, что именно он оказался президентом в эти времена, вот, потому что остальные, наверное, бы могли действовать иначе. Я не хочу заниматься спекуляцией в условно-сослагательном наклонении, но мне кажется, что тот факт, что на следующий день после начала полномасштабной агрессии, когда в Киеве действовали диверсионные группы противника, размороженные, которые были спящими, значит, и вышли на улицу с задачей либо захватить, либо убить президента и семью. Как в тот момент, когда начались интенсивные бои с российским десантом в Гостомеле, это прямо под Киевом, аэропорт, принадлежащий знаменитому заводу Антонова. Именно тогда, когда, так сказать, Киев был под угрозой, и все улицы перекрывали такими баррикадами, блокпостами и укрепляли всем, чем возможно, а администрация или офис президента, как он называется в Украине, стал походить на крепость с мешками с песком, которым до сих пор закрыты все окна, и с всякого рода там пулеметными гнездами на каждом лестничном пролете. Именно в это время Зеленский вышел на улицу и, вопреки всем распространяемым российской пропагандой слухам о его бегстве, потому что это очень важно было для российской пропаганды, добиться растерянности и паники у украинцев, поскольку бежавший президент, оставивший страну, это конец сопротивления. Он вышел прямо на улицу, всем знакомую в Украине, прямо перед офисом президента на Банковой, вот, взял телефон и снял это селфи с собой и 4 своими близкими сотрудниками, стоящими за спиной, и сказал, что не беспокойтесь, все на местах, все работают. Президент на месте, премьер-министр Шмыгаль здесь, сказал он, вот глава офиса президента Ермак здесь, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия здесь, Подоляк. и Подоляк, сказал он, не говоря советник офиса президента, и Подоляк здесь. Вот все. И в этот момент он стал лидером страны окончательно. Вот с этой секунды он обращается каждый день к украинцам. Он заканчивает день таким своим вечерним отчетом. Говорит, что он сегодня сделал. Вот он был, вот сегодняшний я читал, нет, или это вчерашний, когда он ездил в Запорожье и возвращался, и он сказал, и в поезде или в машине поговорил, он перечисляет с премьерами каких стран, с министрами каких стран, участвовал в таких-то переговорах, принял такие-то решения, и это каждый божий день. Помимо этого он выступил с обращениями практически ко всем парламентам государств мира. Я не знаю, ну, может быть, это не 200 было обращений, как минимум Россия, там, Беларусь, Эритрея, Северная Корея наверняка, так сказать, не участвовали в этих обменах, но я думаю, что больше 100 обращений к парламентам минимум, и еще больше обращений к разного рода общественным организациям,
крупным культурным событиям. Это, на самом деле, огромная часть его работы, та, которая, собственно говоря, вдохновила и сплотила украинцев. И мне кажется, вот это ключевое достоинство этой власти, которое было и одновременно ее недостатком. С одной стороны, их эмоциональность, их подвижность оказалась во время войны их способностью к сочувствию и состраданию, а с другой стороны, то, в чем их обвиняли в игре на аудиторию, в излишнем пиаре, оказалось их удивительным умением говорить о важном и влиять на огромные массы украинцев сегодня. Объединять их, опять же таки. Это вот очень сильные обстоятельства, которые, безусловно, сделали возможным сопоставление Зеленского не мною. Я на себя такую смелость не беру, но огромное количество мировых лидеров неоднократно сравнивали его, кстати сказать, включая прежде всего британцев, сравнивали его с Черчиллем. Конечно, потому что его роль вот в этом постоянном, так сказать, обмене, в этой коммуникации с аудиторией, и вообще его команда коммуницирует с украинцами и со всем миром. Это очень непривычное для россиян состояние. Молодые, хорошо образованные, говорящие на многих языках люди. И Зеленский не стесняется переходить на английский, а при этом совершенно спокойно и свободно разговаривает со всеми. Он, и опять же, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в начале нашей беседы, он несколько раз обращался к россиянам за это время. Он же обращался к россиянам, он переходил специально на русский и говорил: я вот сейчас к вам обращаюсь, услышьте меня. Вот обратите внимание на это. Он обращался к матерям солдат, которые погибают, и тела которых не забирают, или раненых. Он обращался к очень многим, пытался достучаться. Он говорил с российскими журналистами. Ну где это лидер воюющей страны может разговаривать с журналистами страны-агрессора? Ну где это? Это Зеленский. Ну, давайте закончим опять с возвращением к этому проклятому вопросу. Он огромный, но я надеюсь, что вы сможете формулировать как-то ответ по сути. Что делать, чтобы Россия стала нормальной страной и чтобы были нормальные отношения между Россией и Украиной? Что можно делать, чтобы это способствовать? Ну, я не верю в нормальные отношения с этим политическим руководством России. Это невозможно. Ну, вот это совершенно невозможно, это первое. Второе, с приходом нового политического руководства, это, кстати сказать, позиция, заявленная в том числе и президентом Украины, что угодно, но не Путин. Так, по-моему, было сказано. Ну, и это понятно. Ну, слушайте, между Путиным и Украиной стоят десятки тысяч, если не сотни уже, убитых украинцев. То есть победа, измена власти в Кремле? Ну, я не знаю. Победа Украины не означает немедленной смены власти. Победа Украины в понимании украинцев, то, как это, опять же, определяют украинцы, означает 4 пункта. Освобождение захваченных территорий оккупированных, выплата репараций, ну, назовите как их угодно, но за ущерб, с трибуналы над военными преступниками и гарантии безопасности Украины, которые предотвратят будущие угрозы со стороны России. Все. Украинцы не ставят свои задачи смены власти в России. Но вы же спрашиваете с точки зрения России, что сделать России, чтобы построить отношения с Украиной? Измениться. И должна измениться политическое руководство, и должна измениться политическая модель страны. Она должна стать, извините меня, той страной, которая окажется в состоянии ответить на вызовы того, что совершила. Ну, как бы осознать, проанализировать, принять и взять на себя ответственность за совершенное, за жертвы, за разрушения, за бомбежки. И дальше в течение, я думаю, десятков лет, может быть, наладятся какие-то, там будут выстроены деловые отношения. Я не вижу быстрых решений. Но это история, слушайте, это государство, это страны. В 1968 году в августе произошло вторжение советской армии в Чехословакию. Считалось, что Чехословакии, тогда они назывались чехословаками, никогда не простят. Но во многом страсти успокоились. Многие молодые чехи и молодые словаки говорят по-русски снова, потому что экономический обмен происходит. Но обращаю ваше внимание на очень важное для меня обстоятельство.
протестуя против вторжения советских танков в Чехословакию, 8 человек вышли на Красную площадь и попытались протестовать. Они только успели развернуть свой этот самый плакат, как были меньше, чем через минуту схвачены. Но возникла фраза, которую многие интеллигенты в Чехословакии повторяли, что после этого протеста на Красной площади у нас появилось 8 аргументов не ненавидеть всех русских. Красиво. Но это правда. Мне кажется, это очень важно. Важно протестовать, важно заявлять свою позицию, важно свидетельствовать о том, что существует другая Россия. И тогда появятся шансы с Украиной. Просто не нужно ожидать от украинцев немедленного эмоционального понимания. Сегодня им тяжелее в разы. 10 миллионов беженцев, огромное количество жертв, бомбежки. Ждать от них понимания сложностей России и российской иммиграции не стоит. Но в будущем, если война закончится, я думаю, огромное количество украинцев увидят разницу между теми, кто протестовал против войны, не соглашался, кто помогал, кто писал, кто боролся, и теми, кто поддерживал. С нами был Александр Роднянский. Огромное спасибо за очень интересный и увлекательный разговор. Не самый оптимистичный, но с вами был Оуэн Матьюс. Это программа «Проклятые вопросы». Войну начал не Пушкин, хотя тоже на Пу, а Путин. Это разные люди. Они под нашими ракетами. Вы что хотите от них? Они имеют право говорить все, что угодно, писать все, что угодно, оскорблять как угодно, унижать как угодно. Я для себя считаю вот так. Вообще понятие коллективной ответственности ввели исламские террористы. Ты за войну? Нет, и я нет. Но это главное сейчас, наверное, да? Успокойтесь уже.